вас взломали. Вот под таким кричащим заголовком пришло мне письмо на электронную почту. И знаете, лет 10 тому назад это вполне сработало. Ну, как мы видим, что некий человек якобы закинул троянца через сайт для взрослых, на который я якобы посещал, и теперь у него есть полный доступ к компьютеру. Он может что-то записать, какое-то видео, и куда-то его залить. Начинаем с того, что, собственно, он требует $650. Представляете, $650. Сколько это в рублях? И на биткоин кошелек. Вот у нас сколько? 75 стоит. Блин, ну слушайте, это даже интересно. 650 долларов умножаем на 75, это получается, 50 тысяч рублей. Для многих людей, где и что покупать биткоины, как закидывать туда на кошелек, и 2 суток дает на это все. Очень интересно, но это все, собственно, фейк. Давайте я на своем примере расскажу, как, собственно, как это работает. Чтобы троянский файл появился у вас на компьютере, самый простой вариант. Вы должны открыть ссылку. То есть открываете ссылочку от некого человека, даже от вашего друга, сомнительную, и все, здрасте, вот тебе лови троян. Вы даете свой IP-адрес, куки и так далее, так далее. Сейчас, конечно, собственно, для тех, у кого двойная аутентификация, она позволяет спасти ваши аккаунты, но троян может уже уйти по компьютеру. Поэтому не верьте никаким ссылкам, если человек вам, вот кто-то вам друг написал, возьмите и позвоните. Все остальные ссылки просто игнорируйте. Не ведитесь на что-то подобное. Второй вариант. Если вы будете посещать действительно сомнительные сайты, так сказать, и вы нажмете на картиночку JavaScript, так называемый, в самом лучшем случае этот сторонние сайты соберут информацию про вас, там, всю, которую можно вынуть из вашего браузера для своей статистики, для своих баз. А в худшем случае это вы поймаете троян. И если у вас нету защиты, антивируса, какой-то самый элементарный, то, собственно, что-то подобное могло совершиться. Но в моем случае, во-первых, у меня везде стоит двойная аутентификация, во-вторых, собственно, я ничего не скачиваю. Картинки и видеоролики скачиваю исключительно с YouTube, поэтому, собственно, риска никакого нету. Я грамотный пользователь. И это все туфта. Что касательно сути этого сообщения. На самом деле, в рамках российского законодательства это шантаж и вымогательство, и это реальный срок для того человека, который посылает. Ну, а то, что тут почта стоит, это просто банальный VPN, который даже сам Mail.ru предоставляет. И если этот ящик находится на Mail.ru, то, в принципе, правоохранительные органы смогут вычислить его, даже несмотря на это все. Но это, собственно, $650, как оценивается правоохранительными органами. Лично для меня это существенная сумма, а это уже, учитывая, что это сделано массово, в особо крупных размерах, и можно так, ориентировочно лет на 7 вот так подсесть. Но я не знаю, $650, сколько, если таких писем было разослано 10 тысяч, да, то это где-то, сколько там у нас, 65 миллионов, 65 миллионов долларов они, допустим, не насобирают, несколько тысяч. Но за эти несколько тысяч можно сесть так, на 7-9 лет. Не знаю, стоит ли оно, эти деньги, такого срока, как по мне, так, по-моему, нет.
Так что, если вам что-то подобное было, это говорит вам, будьте внимательны и бдительны. Подобные письма рассчитаны для людей, которые, ну, не очень разбираются в таких вещах. Поэтому, собственно, не поддавайтесь на подобные провокации и будьте просто внимательны. Я не делаю ошибок, он пишет в своем письме. Ну, на самом деле, ошибку он сделал, которую себя испалил. До этого, за 2 дня до этого, он прислал еще одно письмо подобного характера, только с другими реквизитами на мой же адрес. И оно было адресовано, видать, не мне, а мне пришло по ошибке, но, чувак, это палево, извини, ты лох. Но вы не будьте такими, как он, и не попадайтесь на такую тавтологию. Я надеюсь, что мое вот это видео поможет кому-то сэкономить $650. $650 за двое суток. И в заключение я вам хочу сказать, что как бы он ни говорил, что он имеет полный контроль над компьютером, жесткий диск достается из ноутбука или компьютера и вставляется как, обычная флешка, и можно будет просто через, собственно, просто его взять и удаленно проверить. Вирусы, в первую очередь, это файлы, а любой файл может быть удален. И способов для этого масса. Так что вот это вот, все вот то, что он пишет, это элементарные психологические приемы. Человек, который будет так читать, чтобы он потерял самоконтроль над собой и начинал делать ошибки, то есть в случае с данным письмом отправил какие-то деньги. Если бы этот человек действительно обладал вот этой информацией, тут были бы какие-то пруфы. Ничего тут нету, никакого файла, который бы что-то бы подтверждал. Так что это еще и банальный блеф. Надеюсь, вам это поможет. И будьте бдительны. Простые, элементарные методы безопасности вам помогут не попадаться на таких мошенников. Все-таки $650. Я с вас не требую этих больших денег, но подписаться в принципе надо. И опыт у меня богатый. Все-таки с 2007 года в интернете. Что знаю, то помогу.